Чего может не хватать любителю компьютерных игр в 2021 году? Скорее всего, хороших компьютерных игр, как бы это ни смешно звучало. Не хватает такой вот игры, чтобы просто сесть вечерком, погрузиться в интересную новую вселенную, словно ты читаешь художественную книгу. Отдохнуть от нашего безумного мира хотя бы на пару часов. И тут ты замечаешь, что уже 4:30 утра, твоя игровая сессия еще только набирает обороты, и впереди еще столько всего. Но чертов сон. Да, что-то подобное можно было ощутить тогда, в юные годы, что-то на уровне старых героев магии меча, но это совершенно другая история. Сегодня нас ждет погружение в мир War Tales. Мир свободный для исследования, мир, где есть простые истории, загадочные открытия, мир, который понравится всем поклонникам хороших РПГ. Меня зовут Дмитрий Холодильников, и сегодня я подробно расскажу про игру War Tales. Хочу поблагодарить студию Shira Games за поддержку. Они попросили рассказать об War Tales моим зрителям, а я был только за. Ведь мое знакомство с War Tales было совсем случайным. На стриме я рефлексировал, что вот не во что играть, и несколько зрителей мне написали про демо-версию весьма занятной РПГшки. Это была War Tales как раз. Было доступно всего 5 боев, небольшой район стартовой локации, и этот час был очень впечатляющий, потому что сначала игра мне показалась, Mountain Blade, ведь перемещение по открытому миру практически такое же. Но вот боевая система, последний мой опыт из Divinity Original Sin, или Baldur's Gate 3. Куча непонятных прокачек и все вот те самые 5 боев, поэтому я подал заявку на закрытую бету игры. И вот там-то меня на 18 часов затянуло, причем всего было несколько сессий, 2 или 3 и 18 часов. Доступного контента было в разы меньше, чем можно получить сейчас, и все равно это было очень интересно. Вот есть такой вот дух старых игр, просто играешь, никаких подключений к сети, никаких платных контентов, контейнеров и тому подобное. Такое сейчас реально стали делать редко. И с нетерпением я, в общем-то, ждал появления игры в раннем доступе. А за пару дней до этого со мной связались разработчики. В общем, обзор по любви, можно даже так сказать. Итак, что такое War Tales? Это игра в открытом мире с расширенной RPG-системой, пошаговыми тактическими боями. Непосредственно наш игрок управляет группой наемников, начальный состав которой определяется в начале путешествия, и дальше мы вольны собирать свою партию из подчиненных, как мы считаем нужным. Игрок путешествует по большому миру, выполняет задания, либо торгует, либо грабит караваны. Да-да-да, можно грабить караваны, тут не удивляйтесь. По сути, игра не ставит перед вами какой-то конкретной задачи, у вас есть только возможности. War Tales в большей части сложная игра, где любители особенно хардкорных игр смогут себя испытать. Но игру можно включить на легком уровне сложности и просто ее вот так вот поизучать. Тут есть важный нюанс. Игра сейчас вышла в ранний доступ, доступно всего 3 региона, но очень больших. Каждый регион в бете в среднем у меня уходило на изучение 8-9 часов, процентов так на 70 я изучал их. Но сейчас я понимаю, что регионы War Tales изменяются в зависимости от принятых вами решений, то есть одни регионы могут поменяться из-за того, что вы приняли решение во втором. Это добавляет еще игрового разнообразия уже после зачистки одной из частей мира. Думаю, слова «ранний доступ», вернее слова «ранний доступ» могли вас насторожить, но тут все же не все так однозначно. Ребята из Shira Games не новички в создании игр, я думаю, вы слышали или играли в такие игры, как Evoland, первую или вторую часть, либо Northgard. Northgard — это вообще просто потрясающая игра по скандинавской мифологии, то есть делать игры в Shira Games умеют, и будущее War Tales однозначно есть. Это значит и новые регионы, и новые квесты, и много всего действительно важного для хорошей RPG игры. Прежде чем я начну подробнее говорить про аспекты War Tales, хочу еще сказать про сравнение ее с Battle Brothers. Ведь играя в War Tales на стриме, я постоянно слышал про Battle Brothers только в 3D. Тут не могу не согласиться, ведь во многом игры очень похожи. Но лично для меня самым главным отличием, кроме наличия полного 3D катсцен и графики, War Tales — это то, что каждый член отряда — это ценный кадр, терять которого в бою как-то еще вообще неприятно. В Battle Brothers ты набираешь себе бойцов, и они выступают в роли мяса иногда. Хотя, если War Tales перекочуют разные интересные механики из Battle Brothers, я буду в принципе рад.
Наконец, давайте разберем War Tales по составным частям, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Первое, это, конечно же, открытый мир War Tales, его наполнение. Открытый мир строится на 3 огромных картах, сейчас, по крайней мере. Каждая локация представляет собой большую территорию, наполненную лесами, горами, поселениями, лагерями, рудниками, древними руинами, замками и тому подобное. В общем, разнообразие того, что вы увидите в разных частях одной или всех даже локаций, заметно будет невооруженным взглядом. Места, где ты побывал, отмечаются на карте. Там же на карте будут и находиться отметки заданий, ведь в игре нет как такового журнала заданий. В общем-то, каждый источник интереса, который будет на карте нарисованы, это такая вот мини-локация, которая выполнена достаточно просто. Что я списываю, в принципе, на ранний доступ, детализации особо нет. Но вот в таких вот мини-локациях можно найти квестовых персонажей, торговцев или спрятанный лут. Есть еще города. Это поселения, состоящие из таверны, кузницы, аптеки, торговой площади и ратуши. В таверне ты нанимаешь бойцов, берешь задания на доске наемников, ну либо отдыхаешь, взяв у корчмаря номер за пригоршню монет. Также в таверне могут встретиться квестовые персонажи, что время от времени напоминает нам о глобальном сюжете игры, или скорее глобальном сюжете той или иной локации. Кузнец и аптекарь могут нас подлатать, продать припасы и бесплатно дают попользоваться местами для крафта. О крафте я чуть попозже расскажу. На торговой площадке можно что-то купить или продать. Ну и квесты там тоже могут попадаться. В ратуше сидит важная птица, которая будет важна только если вы выполняете глобальный квест. А таких квестов я насчитал 3, в каждом регионе по одному. Прогресс глобальных квестов региона виден в верхнем левом углу и подсвечен фиолетовой полоской. Сюжетно каждая из частей нашего доступного мира разделена пограничными заставами, и пройти через которые игрок может несколькими путями, либо получив пропуск, пройдя глобальный квест в регионе, либо просто заплатив пару сотен монет. А так как ты получил эти монеты, это вообще не важно. Торговал ты, работал в рудниках, воровал, грабил караваны. Ты руководишь группой наемников и сам решаешь, кем быть. В зависимости от твоего выбранного стиля игры будешь прокачивать пути, их сейчас 4 штуки. Сила и мощь, торговля и процветание, преступность и хаос, тайны и мудрость. Прогресс каждого из путей можно всегда увидеть и понять, как тот или иной путь нужно качать. Уровни путей открывают дополнительные способности, варианты крафта, новые задания, даже новые типы заданий, как, например, в пути преступности и хаос задания по контрактам на убийство. Но у каждого из путей есть еще и титулы, это такой вот список достижений. За каждый титул игрок получает бонус, самое простое, изучить 8 игровых профессий, получаешь ускоренную их прокачку на 10%. Но об этом тоже чуть попозже. А почитав то, что нужно сделать на тот или иной титул, начинаешь понимать в принципе масштабы игры. Но не размерами карты едины, тут важна еще и насыщенность, да и скорость передвижения по карте тоже дает динамику. Как же, собственно, мы путешествуем по миру? Вот в отличие от Mountain Blade, в War Tales не принято путешествовать верхом на коне, да и в качестве тягловой силы у нас пони, а значит двигаемся мы по карте пешком. Иногда бегаем, но если для этого мы открыли такое вот умение. Когда группа начинает уставать, группа начинает идти медленно и мигает иконка. Может быть, вот давай разобьем лагерь. И, собственно, тут мы попадаем в личный хаб. Это наш лагерь, где вначале у нас только костер, вокруг него сидят наши рубаки, а рядом сидит пони и кушает травку. Но тут еще притаился верстак, который нужно будет использовать для того, чтобы улучшить наш лагерь. Добавим котел, и одного из бойцов можно сделать будет поваром. Добавим палатку, и вот бойцы уже высыпаются чуть получше. Добавим лекторий, все, теперь ученый-наемник будет разгадывать загадки в гробницах, чисто Лара Крофт. Если хочешь, чтобы в лагере все стояло как тебе хочется, то в принципе вольно сделать расстановку как тебе душе угодно. Но для того, чтобы все твои бойцы были в хорошей форме, нужно их и кормить, и платить жалования, чтобы они иногда еще и высыпались в таверне, а не под открытым небом. В общем, есть такой параметр – счастье. Его нужно держать на уровне выше нуля. Ведь спутники ваши – это наемники, и вот покинуть ваш отряд могут вполне легко. Так еще и прихватив снаряжение, которое ты для них добывал кровью и потом.
Второй важный параметр, который зависит от отдыха, ну и связан в принципе с лагерем, это очки доблести. Это очки, используемые бойцами в бою на специальные приемы и особые атаки. В зависимости от прокачки игрока максимальное количество очков доблести держать на максимуме для каждого боя будет сложновато, поэтому для максимальной боеготовности к битвам нужно следить и за этим показателем, и как его восстанавливает тот или иной способ отдыха. В общем, менеджмент своего лагеря важен, и особенно тогда, когда твоя группа становится больше, чем 5 бойцов. Но вот сколько вообще нужно собрать бойцов, чтобы быть серьезной силой в игре? В теории нужно максимум 9 человек, по одному на каждую профессию. Это, наверное, странно, ведь мы играем в первую очередь за наемников, и скорее стоит смотреть на их боевые навыки. Но здесь хотел бы рассмотреть именно RPG-систему игры, а боевку оставить на самое вкусное, ведь RPG-система War Tales очень непростая штука. Если смотреть напрямую только на бойцов, у нас имеются архетипы персонажей, например, лучник, ловкач-убийца, танк со щитом, пикинер и так далее. До 3-го уровня все бойцы из этих архетипов ничем друг от друга не отличаются. Но после 3-го уровня можно выбрать один из 3 стилей, который даст возможность носить легкие, средние, тяжелые доспехи и делать один из спецприемов. Кроме этого, на 2-м и 5-м уровне можно выбрать пассивки, которые определяют стиль персонажа. Это поддержка, дэмэдж-дилер или танк, ну вроде того. То есть комбинация на каждый архетип у персонажа будет хватать, чтобы несколько раз собирать команды наемников с нуля и делать уникальных бойцов. Плюс на каждом уровне мы начисляем очки в характеристике персонажей. Сила и ловкость дают бонусы к атакующим навыкам. Телосложение повышает количество здоровья. Передвижение, собственно, влияет на дальность движения. Воля и критический урон на чистоту и силу критов персонажа. Но это еще не все. На уникальность бойцов влияет еще и экипировка. Броня дает прочности и проворности. А оружие имеет свой урон и открывает приемы, бонусы к статам. И вот чтобы совсем вас запутать, вот в этот вот котел билдов персонажа разработчики добавили еще и выбор профессий, которые дают дополнительную прокачку для персонажей. Например, профессия шахтера дает дополнительную силу и телосложение, а вот вор дает ловкость и криты. В зависимости от умелости персонажа в конкретной профессии он получает больше бонусов. При этом нельзя просто взять и переключить с одной профессии на другую, ведь переключатель сбрасывает прогресс, и нужно качать профессию заново. Да и ставить профессию шахтера лучнику вообще смысла нет. То есть нужно с умом расставлять профессии. Я бы не сказал, что есть бесполезные вот эти все профессии, у меня сейчас открыто 8 из 9. Умелец, повар, кузнец, алхимик, ученый, вор, шахтер и рыбак. Первые 5 относятся к профессиям крафта, 3 остальные к добыче ресурсов. 9-я профессия, скорее всего, охотник, то есть тоже добыча ресурсов. Умелец у нас создает вещи в лагере, такие как улучшение лагеря, отмычки, факелы и тому подобное. Повар готовит еду, позволяет экономить деньги на еде. Кузнец создает оружие, броню в кузнице, чаще всего лучшая экипировка именно создается. Алхимик делает лечебные зелья, что опять же экономит средства. Ученый решает головоломки в руинах и находит там ценности. Вор вскрывает замки и способен украсть любые вещи у торговцев. Шахтер, ну собственно шахтер, руда и ценные камни. Рыбак и охотник, тут понятно, опять же добыча еды. То есть все профессии важны, и в принципе без добывающих профессий жить можно, но вот остальные 6 жизненно необходимы. Для создания предметов нам нужны знания и рецепты. Знания — это общий прогресс уровня группы. За каждое очко знаний можно открыть один из рецептов для крафта у умельца, кузнеца, повара или алхимика. Либо открыть какой-нибудь навык для группы, например, вышеупомянутая возможность бегать по карте. Ну а если с едой все плохо, то даже открыть навык каннибализм, и можно просто есть трупы, милота же. В итоге, давайте сейчас посчитаем, сколько всего прокачек у нас есть в игре на данном этапе. Первое, прокачка путей, то есть еще внутри там система титулов. Второе, общая прокачка группы, это знания. Прокачка профессий и прокачка индивидуальности персонажа. Собственно, 4 штуки, и каждая из них качается параллельно и влияет на твой игровой опыт, ну еще и на билды персонажей. Тут я вспомнил про Skyrim, где принцип тот же самый. Чем чаще выполняешь действия, тем быстрее вырастает уровень навыка. Хорошо, вроде бы я сейчас объяснил так, чтобы запутать вас окончательно, поэтому давайте поговорим про боевую систему.
Сперва нужно понимать, что бои в War Tales проходят в пошаговом режиме. Но это не значит, что окружение или погода во время столкновения с врагом не повлияет. Если бой начался в горах, то поле боя будет заснеженным и будут мешать камни для прохода. Если это лес, то в траве могут стоять капканы и торчать копья, которые можно, кстати, кинуть во врага. Если это древние руины, то будет максимально темно, без факелов боец вообще ничего не увидит, только если противник не подойдет к нему прямо к носу. Кроме этого, те, кто напал из засады, будут получать бонусы к атаке, то есть нужно думать над тем, где воевать с противником, а может его лучше вытащить из чащи на дорогу. Плюс еще и погода, туман и снежные бури будут влиять на видимость в бою. Конечно, до взаимодействия стихий, как в Divinity, есть куда расти, но уже чувствуется тактическое планирование. Когда бой, собственно, начинается, есть небольшой момент с расстановкой бойцов по полю боя. Правда, на то, как будет проходить сражение при большом количестве противников и союзников, расстановка не особо повлияет. Имея подавляющее большинство союзников, игра может поставить тебя в окружении горстки противников. То есть как-то это странно с учетом того, что вообще ты первый напал. В общем, элемент рандома тоже существует. Ну а сами сражения — это фактически шахматы. У бойцов есть здоровье, есть броня. Опять же, тот же самый Divinity. Не всегда твой ход чередуется с ходом противника. Да и кем конкретно из наемников ходить, ты выбираешь, собственно, сам. Главное — это сочетать нужные умения персонажа с конкретной расстановкой противника. Например, твой копейщик имеет умение гарпун, которое наносит урон всем целям по вектору определенному. Поэтому удобно начинать ход именно таким бойцом. Все в таком духе. Есть еще боевые стойки, есть атаки направленные, ненаправленные, врага можно отравить, поджечь, испугать. Эти все механики довольно интуитивны, и в них разобраться можно за несколько часов. Главное — это не бояться сражений. Если сражение пошло не так, то его можно сразу же переиграть. Чаще всего из противников будут встречаться нам различные грабители, стража, в общем люди. Еще по карте бегают стаи кабанов и волков. Бывают, кстати, призрачные стаи таких, это достаточно сильные черти, убить их не так уж и легко. В пещерах можно встретить крыс, а в древних руинах можно упырей. В общем-то, мир War Tales не совсем обычный, да и в названии игры есть слово «сказка». Но к любому противнику можно найти свой подход. Где-то нужна экипировка получше, где-то чуть прокачанные бойцы. Но рано или поздно ты вырабатываешь одну из победных стратегий, и бои становятся разными только в зависимости от локации и погоды. Однако, есть на карте в различных участках враги, называемые чемпионами. Они имеют уникальное оружие или броню. Убить их сложно, и там понадобится думать, как их побеждать. Стоит ли жизнь одного бойца за победу над чемпионом и его, собственно, оружием? Я вот, например, решил, что того не стоит, поэтому сижу и думаю над решением этой тактической загадки. А еще есть арена, где сражения проходят с весьма сильными группами бойцов. За победу дают знатную награду. Есть к чему, в общем-то, качаться, но есть еще один нюанс, который я заметил, играя в War Tales. Мне кажется, что в игре есть автолевелинг некоторых противников. С одной стороны, чем сильнее ты становишься, тем чаще на дороге встречаются разбойники высоких уровней, поэтому иногда стратегия подкачаться, а потом воевать может не прокатить, как, например, с чемпионом, так с ним не работает. Он всегда будет сильнее вас, даже несмотря на то, что у вас группа, а он всего один. Поэтому вызов War Tales может дать всегда и на любом часу игры. Это, в принципе, радует. Но, в общем-то, какие-то плюсы я рассказал. А вот чего же игре не хватает? То, что сейчас игра в раннем доступе, это заметно. Причем в плане контента вопросов нет. Десятки часов изучения точно обеспечены. Но не хватает вариаций лиц NPC, торговцев. Особенно одно угрюмое женское лицо на все женские персонажи. Прям очень калит глаз. Музыка. Мало разнообразия, хотя тема основная очень классная. Напоминала мне одновременно что-то из Ведьмака 3 и песню Wicked Game. Но хотелось бы еще больше разнообразия музыки. Игра ведь очень атмосферная, и такая же атмосферная разнообразная музыка могла бы сделать игру и опыт от игры еще лучше. В плане стабильности игры и багов тут ранний доступ, все прощаю. Но за 8 часов 8 вылетов. Это много. Автосохранение работает иногда странно. В общем, еще хотел про цену сказать. 1200 рублей, ну или 1300 без скидки. Это вполне нормальная цена за интересную игру в открытом мире на пару десятков часов изучения. В общем, могу рекомендовать. И мне кажется, что сегодня я и половины не рассказал того, что есть в игре War Tales. Но дал, наверное, вам общее представление об игре.
Надеюсь, вам стало понятней. Разработчики Shira Games ждут вашей реакции на игру. Игру можно уже купить в Steam. Внизу под роликом я оставлю ссылку на нее. Еще хотел бы раз поблагодарить студию Shira Games за поддержку в создании этого видео. Ну а вас, друзья, хотел бы поблагодарить за уделенное время. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Благодарностью для меня будет ваша оценка лайком и комментарием. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Всего вам лучшего и до скорых встреч. Пока.